Надежда устроилась уборщицей в огромный особняк на окраине города. Владельцем был влиятельный бизнесмен, вдовец, известный своей холодностью и отстраненностью. В доме царила тишина, строгость и порядок. Каждый день Надежда убирала холлы, протирала дорогую мебель, мыла мраморные полы, избегая взглядов хозяина и слуг. В одном из залов, где всегда было особенно тихо, находилась комната его сына. Мальчик лет 10, прикованный к инвалидной коляске, почти не выходил из своей комнаты. Учителя приходили, сидели с ним час и уходили. Он смотрел в окно или на экран планшета, не проявляя интереса ни к чему. Казалось, ему все было безразлично. Однажды, задержавшись после смены, Надежда заметила, как он с трудом пытался прочитать короткий текст на английском. Она подошла, тихо подсказали слово. Он посмотрел на нее и кивнул. На следующий день она вновь прошла мимо и оставила на столе карточки с простыми фразами. Через неделю принесла распечатки с базовыми выражениями на французском. Он начал улыбаться. Впервые за долгое время. Каждый день, пока никто не видел, она проводила с ним по полчаса. Убирала и одновременно объясняла основы грамматики. Использовала простые предметы из комнаты для объяснений. Его интерес рос. Он запоминал слова быстрее, чем можно было ожидать. Потом появился немецкий, затем испанский. Надежда готовила для него материалы ночами, сама изучала новые языки, чтобы хоть немного опережать его. Шли месяцы. Его речь становилась увереннее. Он начал читать книги, писать короткие тексты, затем переводить. Через 1,5 года он свободно говорил на 8 языках. Отец, который все это время был уверен, что сыну ничего не интересно, случайно услышал, как тот без запинки разговаривал по видеосвязи с преподавателем из Швейцарии на чистом французском, потом на японском, потом на иврите. Пораженный, он просмотрел записи с камер и понял, кто стоял за этим чудом. Женщина, которую он не замечал. Уборщица. Тихая, сдержанная, всегда на вторых ролях. С тех пор ее жизнь изменилась. Ей больше не нужно было мыть полы. Она стала личным преподавателем его сына. Получила официальную должность и достойную зарплату. Комната, которую она раньше убирала, стала ее учебным классом. И хотя она все еще приходила на работу в простой одежде, ее уже никто не воспринимал как обслуживающий персонал. Теперь она была человеком, который смог подарить мальчику голос на 8 языках. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.